Тебе не коммуникации будут оплаты. Когда будешь... Кто он? И это можно... Тема. Видели, предлагали Хастон на запад. Западный. Популярный в Японии. Момент не знаем. Знаете, предлагали такие питания. Также пожалуйста, победить на помощи. Сидите питания. Первый комментарий помощи. Поехали, поехали, куда нравится. Там же надо мне потому пикаете платы. Куда вкусно. У меня там возьмите. К моих 13 года. Поехали. Привет. Это Дженнет. Извините, я взломала ролик, чтобы сказать, что мой блог Яндекс.Дзен находится в описании. Спасибо за внимание. Привет, я поехали. Вот видео. Аниме пользуется безумной популярностью в Америке. А что из американского столь же популярно в Японии? Диснеевские фильмы и мультики. Да, японцам нравятся лайтовые мультики о лучшем мире. Я как-то раз был в токийском Диснейленде. Был в шоке с того, что очереди к маскотам были длиннее, чем на чертовы аттракционы. Причем очередь к Стичу была длиннее, чем к Микки. Макудо Нарудо. Кстати, Рональда Макдональда в Японии называют Дональдом Макдональдом. Джинса. Японцы скупили все старые ткацкие станки США и теперь производят почти всю высококачественную джинсовую ткань в мире. В Японии широко распространена высококачественная одежда из американского наследия. Я продаю одежду на eBay и могу сказать, что очень много винтажной джинсовой одежды отправляется прямиком в Японию. Винтажные футболки тоже. А еще здесь также существует субкультура, которая помешана на оригинале или безупречной реплике американских брендов рабочей и военной одежды, типа Bass Rickson. Неплохо. Арахисовое масло. По какой-то причине перед отлетом домой весь наш японский отдел продаж как следует запасается этим маслом в Штатах. В Японии есть арахисовое масло. Его можно найти почти в каждом продуктовом магазине. Только оно очень дорогое. Наценка на него очень высокая. Оно дороже американского в 4-5 раз. А почему такая высокая наценка? Потому что это не японский бренд, а американский. И эту маленькую баночку арахисового масла нужно как-то доставить и так далее. К тому же японцы могут себе это позволить. Они способны платить за роскошь. Да, арахисовое масло здесь считается роскошью, потому что не является частью их привычного рациона. И на то есть веские причины. В Японии полно преданных фанатов мультсериала «Царь горы». При этом два лагеря спорят друг с другом о том, что лучше, дубляж или субтитры. Я вот вам что скажу. Субтитры позволяют насладиться сериалом в чистом естественном виде. Он как чистый горящий пропан. А смотреть сериал в дубляже – это все равно, что жарить барбекю на древесном угле. Ублюдочное топливо. И прежде чем продолжить, минутка полезной информации, не перематывайте. Дорогие подписчики, вы хотите стиль... Ну, и вот, кимоду в фразочке, которую мне нравится. Как же мне тут нравится, хотя твой фу, это помогает. Молодец, то вам нравится, как это вам нравится. Хорошие, Продолжаем. Бейсбол. Но меня раздражает, что в японском бейсболе часто отменяют подачи и удары. В Японии очень популярна сеть ресторанов KFC. Здесь даже закрепилась традиция есть KFC в Рождество. Зашел в тред, чтобы как раз написать про это. KFC, само собой, славится в Японии больше всего. Но при этом я знаю многих японцев, которые помешаны и на других американских фастфудных. Мой знакомый из Японии, к примеру, раза 2 в год приезжает в США и первым делом всегда посещает Taco Bell, где сразу же просит меню. Это для
для него уже вроде религиозного ритуала попробовать в Taco Bell что-то новенькое. Вот вам глупый забавный факт. В Японии существует городская легенда о проклятии полковника. В 1985 году бейсбольная команда Ханшин Тайгерс из Кансай праздновала победу в серии чемпионата Японии. Некоторые пьяные фанаты особенно увлеклись празднованием и в итоге скинули статую полковника Сандерса в натуральную величину, которую они украли из ресторана KFC в одну из самых известных рек Осаки – Датанбори. После этого в течение 18 лет команда переживала полосы неудач, лишь трижды участвуя в японской серии и терпя в них поражение. В 2009 году статую, можно сказать, восстановили, но без очков и левой руки. Фанаты верят, что проклятие будет снято только тогда, когда статуи вернут и их. Американские компании любят наносить на свою одежду рандомные японские канзи, иероглифы. В Японии, в свою очередь, наносят на одежду рандомные английские слова. К примеру, у меня есть кепка с надписью «Kill», которую я выиграл в автомате в Хачинохе. Один чувак из Лос-Анджелеса сделал себе татуировку на японском, на которой, как он думает, написано «Храбрый воин». На самом же деле там написано «Эротические остатки», не считая того, что один символ стоит задом наперед. Тем временем в Токио кто-то печатает детские толстовки с надписью «My dog fucks». Эти слова написаны большими красочными буквами, а рядом нарисованы мультяшные лисички. С теплотой вспоминаю свои годы, проведенные в международном общежитии в колледже. Одно из крутых воспоминаний связано с одним здоровым чуваком, игравшим в американский футбол. Этот чел набил себе татуировку на японском. Он думал, что эти иероглифы означали сила, мужество и решительность. Но на самом деле они переводились как «собака, удовольствие, курица». Брюолинщики из 50-х годов. Они что, все еще существуют? Последние фотки с представителями этой субкультуры, которые я видел, были сделаны более 10 лет назад. Насколько я понимаю, сейчас это по сути вымирающая нишевая субкультура. Что-то типа байкеров, гоняющих на Харлеях в США. Ирония в том, что все старые Харлеи за бешеные бабки пересылаются из США в Японию. Харлеи Shovelhead и Panhead продаются в Японии в 2 или 3 раза дороже, чем в США. Джаз. Ковбой Бибоп познакомил меня с джазом. С тех пор я подсел на его саундтрек. Лучший аниме-саундтрек в истории. Япония взяла сеть наших магазинов 7-Eleven и сделала их в 100 раз лучше. В Японии дико популярен Дисней. Если я не ошибаюсь, там даже есть свой Диснейленд. Да, и в отличие от американских парков, в Токио Дисней взрослым гостям разрешается косплеить диснеевских персонажей. Причем уровень подхода к деталям у людей меня просто поражает. Разнообразие просто фантастическое. От принцесс в огромных бальных платьях с юбками-обручами до малоизвестных персонажей, таких как Музы из Геркулеса. Ой, там удивительно сильно любят Мари, девочку-кошку из котов-аристократов. Ёбаная Пицца Хат. Когда я был в Японии, я повсюду видел эти долбанные заведения Пицца Хат. Чувак, я был в Японии в середине 2000-х. Как я понял, японцы переняли саму концепцию пиццы и начали просто сходить с ума. Помню, я видел рекламу, в которой, среди прочего, рекламировали пиццу с майонезом и рыбьей икрой, пиццу с арахисовым маслом и желе, пиццу с лапшой удон и яйцом и так далее. Причем, к тому же, все они были покрыты поверх начинки разными соусами. У итальянца, с которым я тогда был там, чуть не случился сердечный приступ. Изменено. Его прямая цитата. Насколько мне не изменяет память. Нельзя просто так взять и швырнуть рандомное говно на тесто и назвать это пиццей. В Японии очень популярен Можно. Южный парк. Настолько, что другие аниме делают разные отсылки на него. Черт, даже Пауэр из Человека-бензопилы вдохновлена Эриком Картманом. К тому же в Японии есть небольшая кучка любителей культуры чикано. В Японии есть лоурайдеры и японцы, подражающие стилю чикано. Челы бреются на лысо, избивают женщин, делают татуировки, называют женщин мами. Это довольно удивительно, учитывая, что японцев показывают в Южном парке в не очень позитивном свете. Хотя, если честно, единственный, кого в Южном парке показали в позитивном свете, это наш великий и могучий фигурист Брайан Байтана. Джерки из говядины. Когда много лет назад я ездил в Японию, мне сказали, что это у них считается деликатесом, и джерки можно привозить с собой в качестве гостинца. Киткат. Киткат – английский продукт, хотя сейчас этот бренд принадлежит Nestle, который является швейцарской компанией. Американские шоколадки Киткат производятся компанией Hershey's по контракту. Японские Киткат – это совершенно иная сладость. Во-первых, японские шоколадки менее сладкие, чем в
других странах. Японские снеки вообще отличаются меньшим содержанием сахара. И, во-вторых, у них есть около 100 различных вкусов. Мне особенно нравится малина и зеленый чай, хотя я слышала, что киткат со вкусом саке – это вообще бомба. Тем более там есть небольшой процент алкоголя, хотя я бы не стала пытаться таким образом набухаться. У них даже есть ограниченный выпуск вкусов для определенных событий и праздников, причем некоторые вкусы больше никогда не повторяются. Круто, что я могу купить японские шоколадки KitKat в Овадзимая в Сиэтле, азиатский продуктовый магазин. Там есть много хороших импортных товаров, но если вы поищете, можете найти их и в интернете. Я помню, что смотрел коротенький документальный фильм о японцах, которые носили одежду в стиле чоло и водили лоурайдеры. Мне, как чикану, было очень любопытно наблюдать за этим. Японцы вроде как любят американскую музыку. Справедливости ради, американскую музыку слушают и любят вообще везде. В общем-то, аниме тоже уже распространилось по всему миру. Абсолютно все распространилось по всему миру, если брать в расчет только развитые страны. Профессиональный рестлинг, хотя я так думаю, что это уже не совсем американская вещь. В 80-х годах прошлого века японский рестлинг был даже более популярным. В нем участвовали такие имена, как Антонио Иноки, Мицухара Мисава и Манами Тойота. Но в течение длительного времени популярность рестлинга падала. К счастью, в последние годы он снова на подъеме. Английский язык. Да, я знаю, что английский это не что-то американское, но постарайтесь меня понять. Я сейчас говорю про количество английских заимствованных слов, используемых в японском языке. Меня это просто поражает. Как будет камера по-японски? Камера. Отель – хатеру. Пиво – беру. Беру – это bell, звонок, а биру – это бир, пиво. И это слово заимствовано из голландского. Про большинство каких-то базовых вещей все уже вроде как написали, но я упомяну еще Снупи, американский сленг и в меньшей степени Баскин Роббинс. Я бы также сказал про Винни-Пуха и Гарри Поттера, но чисто технически они являются частью британской культуры. Источник «Я сам японец» вырос там. Как ни странно, но лошади и скачки. Я выросла в американской сельской местности на Среднем Западе, где повсюду были лошади. Даже у моей семьи их было несколько. Немного повзрослев, я приняла участие в японо-американской программе обмена. И одним из сувениров, которые я привезла для принимающей семьи, была классная декоративная подкова. Я подарила ее главе семьи, отцу. Это было последнее, что у меня оставалось в сумке из сувениров. И ему она очень понравилась. Нам было трудно общаться, поскольку мой японский был хуже, чем его английский. И никто из нас не говорил на двух языках. Но да, он был очень рад. Ему нравились скачки, и может быть это была всего лишь японская вежливость. Но по выражению лица казалось, что он искренен. Я так понимаю, лошади и скачки это не американское изобретение, так что возможно это не лучший пример. Но все равно было странно видеть подобный интерес от японцев. В Японии действительно очень популярны скачки. Но конечно не настолько, как в США. Так или иначе, было здорово найти общий язык с тем пожилым японским дядей, благодаря, как мне казалось, довольно дурацкому сувениру. Почему-то тут очень популярны джинсы и ковбойские шляпы. Салют, меня зовут Роухайд Кабаяши. Я 27-летний японо-американец, фанат западной культуры. Я клеймлю и пасу скот на своем ранчо, провожу деньки, совершенствуя свое ремесло и наслаждаясь превосходными американскими развлечениями. Барбекю, родео, фейерверки. Я каждый день тренируюсь со своим Тавро. Это превосходное оружие, способно на всю жизнь оставить клеймо моего ранчо на шкуре скота. Ведь оно раскалено до бела и сильно превосходит любой другой способ клеймения скота. 2 года назад я получил лицензию на клеймение, и с каждым днем я все лучше становлюсь в этом деле. Я свободно говорю по-английски, как на техасском, так и на оклахомском диалекте. И также свободно пишу. Я знаю все об истории Америки и их ковбойском кодексе, которому я следую на 100%. Когда я получу американскую визу, я перееду в Даллас и буду работать на нефтяном месторождении. Узнаю больше об их великолепной культуре. Я надеюсь, что смогу стать пастухом на ранчо Double Cross или оператором нефтяной вышки в компании ExxonMobil. У меня есть несколько ковбойских шляп, в которых я хожу по нашему городу. Я хочу привыкнуть к ним до переезда в Америку, чтобы мне было легче вписаться. Я бунтую против своих старших родственников, которым не нравится, что я так часто говорю по-английски. И мне мало кто может что-то ответить. В общем, пожелайте мне удачи в Америке. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео пиши, что ты знаешь. Удачи тебе, чувак. Всем пока, удачи. Пока. А вот он в Японии это куда? Лайк, это все так и не будьте коммунисты, секретные. Секретные удачи. Аниме. Удачи. Пока.